Вам нравится дышать? Странный вопрос, да? Сегодня проект один из самых необходимых и важных для каждого. И даже мой маленький зверь знает, сегодня будет что-то очень интересное. Я сгонял на рынок и прикупил лист тонкого металла, толщиной всего 1 мм. От него будет нужна всего лишь четверть, остальное про запас. Параллельно идет стройка, и этот проект – неотъемлемая часть любой мастерской. Так, зверя домой, металл на верстак и начинаем. Здравствуйте, друзья! Привет-привет! Покажу только самые важные моменты проекта, чтобы не удлинять видео. Все очень бюджетно, просто мега дешево. Материалов ушло рублей на 250, и конструкция до смешного делается просто и легко. Я, конечно, пошел самым интересным для себя способом – все делать с нуля. Путем нехитрых вычислений в онлайн-калькуляторах посчитал выкройку усеченного конуса. И по этим расчетам сделал чертеж на листе импровизированным циркулем из проволоки и маркера. Размечаются два радиуса, малый и большой, и отмечается длина хорды, соединяющей края внешней дуги. Вот и все. Далее, между общим центром радиусов и краями хорды делается разметка. Это и есть края выкройки усеченного конуса. По-быстрому выпилил остатками диска выкройку и обработал лепестковым диском со всех сторон заготовку. Ну, как всегда, чтобы было все по красоте. Вот почти все заготовки под проект. Из большого прямоугольника будет цилиндр, а из пары маленьких отрезков сделаю трубы прям под нужный мне размер. Согнуть все это идеально весьма непросто, но прецизионная точность здесь не нужна. Все будет отлично работать. В качестве оправок использую обрезки труб. Сначала большим диаметром и далее по необходимости уменьшал размеры. Ну, что-то уже похожее на конус получилось. Все то же самое делаю и с остальными заготовками. Специального листогиба нужного нет, но это хорошая идея его как-нибудь сделать. После проварки швов уже более точнее подправлю потом геометрию всех частей. Сварочник меня очень радует, все больше и больше. Ребята, спасибо огромное за очень полезные комменты под видео с этим аппаратом. Я прислушался ко всем советам и замечаниям. Варить стало реально удобнее и лучше. Короче, учусь, пробую, набиваю руку. Маленькие трубы делал сразу под нужный мне диаметр, по формуле периметра окружности. Хорошо помогли обычные хомуты для подгонки под размер. В качестве бака или контейнера, не знаю как назвать, решил использовать пустой баллон из-под хладогена 404. У меня есть несколько штук, да и вообще, стоят они по объявлениям, по 100 рублей. А применить их можно где угодно. Нужная штука. Все подготовил, уже для конечной сборки. Швы зачистил, геометрию подправил. Ну, как смог. Остается все собрать, покрасить и испытать. Конечно же, вы догадались, что это. А кто нет, то это воздушный сепаратор циклонного типа. Эти маленькие трубы будут входом грязного и выходом уже очищенного воздушных потоков. Осталось их только врезать. К сожалению, я не нашел у себя коронку под нужный мне диаметр. Буду тренироваться заваривать прям так, с большим зазором. Работа фильтра-сепаратора очень проста. Мусор попадает с боковой стороны, тем самым создавая спиралевидные движения. Крупный мусор обычно притягивается к стенкам, а пыль кружится вокруг фильтра. Когда воздушный поток достигает конца сепаратора, он меняет свое направление на противоположное и резко теряет скорость, за счет чего все частицы падают в бункер. Эти штуки очень популярны и используются на производствах. Они бывают даже размером с целый дом. У меня все в маленьком масштабе. Но это еще далеко не все. Я не был бы собой, если бы не попробовал что-то новое и интересное для себя. И простой покраской я не ограничился. Все же мы в детстве любили рисовать. У меня появился аэрограф и мешок мелочей к нему. Конечно же, не профессиональный. Он самого начального уровня. Все по дешману. Но всегда надо с чего-то начинать. Как говорят, все великое начинается с малого. Штука очень интересная и с большими возможностями. Сейчас покажу, что и как получилось. Перемазался весь. Нервов, когда не получается, ушло просто море. Я выбрал самый простой рисунок для новичка. Посмотрел видосы на ютубе и понеслось.
Тренировался сначала на картонках. Запоганил и измазал все, что только нашел. Но все же результата добился. Для новичка в этом деле, думаю, пойдет. Должно быть похоже на молнию. И мне очень понравилось работать с аэрографом. Раз уж тема проекта очистка, фильтрация и тому подобное, то похвалюсь вам еще. Смотрите, кто будет убираться у меня в мастерской. Вообще, я его жене подарил, но немножко со своим интересом. Может, он перейдет потом ко мне в мастерскую? Умный трудоголик. У всех уже есть, а мы все убирались по старинке. Конечно, я видел разную рекламу этих роботов, но не задумывался, что это реальный помощник по дому. Он экономит просто кучу времени на уборке помещения. Жене очень понравилось. Увлекательный электронный питомец и очень любит работать. А самое главное, он просто экономит время на жизнь. Функции поражают количеством и технологичностью. Чего там только нет. Я убирал, чтобы было почти все. Нейрофильтр способен задерживать в воздухе даже бактерии и загрязнения размером от 0,1 до 0,3 микрон. Лазерная и гироскопическая навигация. Он сам сканирует и составляет карту помещения. Даже влажная уборка автоматическая есть. Турборежим, система картографии, куча сенсоров. Про некоторые функции я даже вообще не подозревал. Растет конкуренция, а следовательно повышается качество. Когда цена, в свою очередь, неизбежно падает с каждой новой моделью. Пересмотрев огромное множество видеообзоров, фоток и комментариев владельцев, глаза просто разбегаются. Как всегда, все ссылочки оставлю в описании под видео. Ладно, продолжим с проектом. У меня пока все выглядит вот так. Все-таки стройка. Внутри еще много всякого хлама. Нет проводки и отопления, но дымоход уже смонтирован. А над отоплением я уже работаю. Обязательно вам покажу что-то интересное. Сердцем установки будет строительный пылесос Борт. Очень нужная штука не только при стройке, но и в любом гараже или мастерской. Одним нужным инструментом в мастерской стало больше. Высокая эффективность очистки. Никаких забивающихся фильтров. Очень все бюджетно. А главное, своими руками и не хуже заводского. Ребята, кому понравилось, лайкос, подписка, колокольчик. Спасибо вам огромное за ваши комменты. Все ссылки по видосу в описании под видео и в закрепленном верхнем комментарии. Здоровья и мира вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале, друзья. Пока-пока.